Меня зовут Анастасия Мельник. Я разработчик Microsoft Dynamics XAPTA и работаю на суппорте и в компании K3 и в компании Smart Business. И сегодняшняя наша лекция будет посвящена тяжелым запросам, проблемам с производительностью, и мы рассмотрим некоторые способы решения этих проблем. Задача также наша усложняется тем, что XAPTA — это ERP-система, и многие объекты являются частью стандарта, и мы не обладаем всем инструментарием, как можно повлиять на их поведение, на их свойства. Вот. И случается так, что даже стандартный функционал, как говорится, тормозит. Вот. И тем не менее нам нужно решать эти проблемы. И мы сегодня рассмотрим некоторые методы. Мое выступление разбито на 3 части. Первая часть – это построение и расшифровка плана выполнения запроса в SQL сервере. Итак, как же предположим, что у нас проблема с производительностью связана с каким-то тяжелым запросом? Как мы его можем получить из XAPTA? Через профайлер, Леша уже рассказывал, как им пользоваться, и через trace parser, да, была такая тема у нас. Можно также использовать Activity Monitor. Чаще всего лично я пользуюсь, вывожу его просто в лог-файл. Сейчас я вам покажу быстренько, как это делается, как ее сворачивать. Вот. Если, чтобы получить тот запрос, который передается на SQL Server, вывести его в лог-файл, мы идем Tools, Options. И здесь на закладочке SQL, в разделе SQL, ставим галочку SQL Trace и, к примеру, Write to File. Или даже можно отфильтровать их по времени выполнения. Тут, если указать референтное значение, к примеру, 1000 миллисекунд, да, и Write to File, то будет выводиться в файл только запросы, которые выполняются больше секунды, например. И потом мы можем взять запрос из этого файлика и проанализировать. Вот. Также можно, это если, к примеру, мы знаем, какая там форма тормозит, да, то мы можем включить этот SQL Trace, запустить форму, получить свой запрос, и не забудьте отключить, чтобы этот файлик не переполнялся, не рос, потому что может там, если забыть снять эту галочку, то он там может разрастись там до гигабайта. Так, и SQL Activity Monitor, вот SQL Management Studio, и здесь мы можем, если кликнуть правой кнопкой на базе данных, есть такой Activity Monitor, и здесь вот внизу есть такой раздел Listen Expected Query. И если, к примеру, мы не знаем, да, какая конкретно функциональность вызывает вот эти проблемы с производительностью, можем взять запрос отсюда и здесь же, к примеру, уже посмотреть его план выполнения. Итак, что же такое план выполнения запроса? То есть запрос передается на SQL сервер и строится некое логическое дерево, которое потом передается на оптимизатор. И оптимизатор строит план запроса, то есть как физически будет выполнен этот запрос. И этих планов выполнения может быть несколько. То есть если у вас один и тот же запрос выполняется по-разному, это значит, что используются разные планы выполнения запроса. И давайте рассмотрим простой план и как его получить. Вот, к примеру, выделим простой план. У нас соединяются 2 таблички и какие-то накладываются фильтры. Да? Чтобы посмотреть его план, мы можем
кликнуть вот на этот значочек на панели, да, отобразится этот план, либо выполнить его, это отобразится estimated план, то есть тот план, по которому SQL предполагается будет выполнять этот запрос. То есть это оценочный, оценочный план. И есть еще реальный план, actual план, то есть мы, если включаем эту опцию, выполняем запрос, выполняется запрос, и тут вот появляется закладочка Execution план. Это уже актуальный план. Чем они отличаются? Тем, что я сначала расскажу, из чего состоит, потом расскажу, чем отличаются. Вот. Итак, этот план состоит из так называемых операторов и соединения между ними. Стрелочки показывают поток данных. Чем толще стрелочка, тем, значит, больше поток данных. И запрос следует читать слева направо. То есть операторы выполняются в последовательности слева направо, а данные уже передаются, возвращаются как бы справа налево. И у каждого оператора есть некие свойства. Вот. И что вот мы выполнили вот этот запрос, и сразу же первое, на что нам SQL показывает, missing index. Да? То есть я, к примеру, делаю выборку там, delivery date больше какого-то значения, и оно мне предлагает создать индекс по этому полю. Вот. То есть к этим подсказкам стоит сразу прислушиваться, и если есть такая возможность, то уже в Accepted там добавить новый индекс, и тогда план будет более оптимальным. Вот. И чем отличается estimated план, предполагаемый план от реального, только вот толщиной вот этих вот стрелочек, а все остальные, все вот значения, все проценты и свойства будут те же самые. Вот. Дальше уже подробно становимся на каждом из операторов. Как мне надо возвращаться в эту презентацию. Свернуть, развернуть. Так, виды планов еще стоит, и как правильно читать мы просмотрели, запрос посмотрели, да, и дальше, значит, какие у нас бывают операторы. Первое – это операторы доступа к данным. То есть выбор оптимального плана запроса во многом зависит от индекса, по которому происходит поиск. И самые два распространенных индекса – scan и seek. Scan – сканирование, seek – поиск. Если так вот объяснять на пальцах, то если представить, что база данных у нас книга, то если мы используем scan, и нам нужно найти какую-то страницу, мы будем листать по очереди все странички до тех пор, пока не найдем нужную. А если будем использовать seek, то мы пойдем в оглавление, посмотрим, какая информация нам нужна, и уже по ссылке откроем нужную страницу. Вот. И вроде бы, сейчас я вернусь к нашему плану. Наш план. Вот. Мы видим в нашем плане, что у нас используется индекс scan. Да? То есть желательно, это означает, что нам лучше создать кластеризированный, как вот он предлагает, missing index, да? То есть нам лучше создать индекс по тому полю, по которому у нас происходит поиск. Вот. Индексы также бывают кластеризированные или не кластеризированные, но вкратце, наверное, так все знают, но я просто вкратце в словах, что кластеризированный индекс может быть только один, содержит все поля, вот, и сам он содержит данные. А некластеризированный индекс содержит только те стопсы, по которым нам нужно осуществлять поиск, и этих индексов может быть до 999. Вот.
И он не содержит реальные данные, а содержит только указатель на строки в базе данных, таблицы. Вот, что дальше? И вот, то есть вот на плане мы можем видеть, да, какие индексы осуществляют поиск по таблицам, используются для поиска данных. Также есть различные операторы соединения. Вот он, к примеру. То есть это у нас несколько таблиц, и то, как эти таблицы соединяются между собой, определяется вот этими операторами соединения. Есть, в данном случае оптимизатор посчитал нужным нам вот такой оператор использовать, да, но сейчас я покажу сразу несколько, какие могут быть. То есть возьмем один и тот же запрос и выполним. Я там использовала такие небольшие подсказочки, которые явно указывают, каким оператором соединять, просто для примера. Вот. И посмотрим, что у нас будет один и тот же запрос, да, и маленькая окошко, 3 разных плана. Вот, и у них разная стоимость и разное время выполнения. То есть, какие бывают операторы? Бывает hash-match, merge-join и nested loops. Nested loops – это оператор вложенных циклов, он считается наименее эффективным. Далее идет у нас hash-join, да, это merge-join – это эффективный оператор для соединения больших потоков данных, вот, но он требует, чтобы оба потока были отсортированы по одному ключу. И hash-join тоже для соединения больших потоков данных, но уже не требует сортировки. Вот. И эти операторы запрашивают память у SQL сервера. То есть, к примеру, оператор сортировки, если вот у нас есть, к примеру, вот тут вот оператор сортировки, да, он требует 200% оперативной памяти для того, чтобы данные в оперативной памяти он мог отсортировать. И вот при выполнении запроса он запрашивает у SQL сервера определенную память, определенный объем памяти. И если вдруг мы ошиблись, то есть на основании статистики оценивается тот поток данных, который придет, и, к примеру, была неправильная оценка, да, и памяти нам не хватило, то уже дополнительная память не выделится, и тогда уже SQL сервер уйдет в TempDB, и там уже эта сортировка будет происходить намного медленнее. Поэтому вот это может быть одна из ошибок, и уже в версии SQL Server с 12 версии эта ошибка, там будет соответствующий warning, что касаемо этого TempDB, что используется TempDB, и то есть это можно легко определить, и как решить, мы поговорим об этом позже. Так, и что дальше? И мы еще не поговорили о самом первом операторе select, называется первый оператор или first оператор. Что он показывает, что мы можем увидеть? Здесь мы видим, на что обращать внимание, cost. Estimated Sub3 cost. И вот если сравнить вот эти 3 плана, три плана одного и того же запроса, мы увидим, что здесь, к примеру, 2.48, да, здесь 4.62, да, то есть больше cost. И здесь вот этот тот 1.59, то есть это тот, который SQL Server, оптимизатор, вернее, нам посчитал самым оптимальным. Действительно, если посмотреть на cost, то самый маленький у него cost. Что еще можно увидеть? У каждого оператора еще есть здесь properties. Вот здесь. И какие properties? У нас есть... Где она?
Сейчас, секунду. Если индекс. Она вниз ушла, что ли? Может. Я посмотрю. Ну, в общем, сейчас потеряла. Как я уже говорила, что оптимизатор, он выбирает reason for early termination, должна быть такое свойство, видите, чего-то его нет. Ну, в общем, оптимизатор выбирает, какой план наиболее оптимальный. Но этих планов может быть очень много, и просто для того, чтобы перебрать планы, может затратить больше времени, чем взять первый попавшийся. И поэтому может быть такое, что в этом свойстве, которое я не могу найти, reason for early termination, стоит тайм-аут. Это означает, что просто он не смог найти оптимальный план, тут нет однозначного совета, как с этим бороться. Возможно, например, явно указывать с помощью хинтов, явно указывать ему порядок выборки или там порядок соединения таблиц. Вот. Так, и что тут дальше? Сейчас вернемся к моей презентации, на секундочку. Так, про оператора надо было ее запустить, а я так показываю. Так. Что дальше, да. Большие запросы, да, я вам сейчас покажу пример, план запроса, это как бы реальный случай, да, такой большой, огромный запрос, по поводу которого вернее, мне пришлось пообщаться с Microsoft, пройти все круги суппорта, потому что была такая ситуация, что пользователь отмечал проводки к сопоставлению, и очень долго отрисовывалась вот эта даже сама галочка, потому что в процессе оно подсчитывало сумму к сопоставлению, и в эту сумму включался налог, который, налог возврата поставщику, который очень редко кто использует. Тем не менее, для любого, даже для тех поставщиков, для тех случаев, для которых не было данных по этому налогу, она все равно соединяла кучу таблиц, да, чтобы добраться и посчитать эту сумму. И поэтому получился такой запрос. И если у вас такой большой запрос, тут есть такой плюсик, сейчас я мышкой возьму, можно вот так вот по нему перемещаться, анализировать его по частям. Вот. Также есть некоторые сторонние утилиты, которые позволяют анализировать планы запросов. Одна из них есть такая XQS Centripe Plan Explorer. Она позволяет сравнивать несколько планов запросов. Или есть такая кнопочка Anonymizer, позволяет, если вы хотите, например, послать план запроса какому-нибудь своему другу, для того, чтобы с ним обсудить, то можно заменить все, не хотите раскрывать суперсекретную информацию, как называется ваша таблица, то они могут быть заменены именно Table 1, Table 2 и колоночки, колонна 1, колонна 2. Вот. Я, когда готовилась к SmartTalks, очень много полезной, новой для себя информации узнала, если бы я раньше знала, то я бы, конечно, пользовалась этой программкой, потому что я делала, я распечатала этот план, мне надо было сравнить, да, там два плана, я распечатывала, склеивала листики, так вот обложилась, карандашиком отмечала, вот, так что, итак, итого, какие мы можем подвести итоги по планам запроса, на что обращать внимание.
Первое, на стоимость, то есть в первую очередь смотрите на стоимость операторов, да, и анализируйте те, которые забирают на себя самый большой кост. Но при этом не забывайте, что это всего лишь предполагаемая стоимость даже в актуальных планах выполнения запроса. Дальше, соединение между операторами. Чем толще соединение, тем больше поток данных. И где могут быть подводные камни, к примеру, если один оператор у вас входит две тоненькие стрелочки, там, а выходит одна толстая, да, то в этом месте может быть проблема. Вот. Порядок соединения таблиц. Да? Чем меньше потоки данных, тем проще их соединять. То есть проще сначала выбрать данные из маленькой таблицы, потом из все больше, больше, больше. Вот. Axapta не всегда позволяет менять, например, порядок соединения таблиц, особенно если там это какой-то объект, query в out, да, то там не получится изменить, но все-таки есть там хинты такие, да, которые могут, там, force order, да, которые могут сказать оптимизатору, что я хочу выбирать именно в таком порядке. И тогда он уже будет учитывать этот порядок, который вы указали явно. Дальше, сканирование. То есть сканирование, вроде бы лучше использовать поиск, да, лучше seek, чем скан, но тут могут быть нюансы. Например, если вам нужно из таблицы выбрать большую часть данных, да, то лучше использовать скан, то есть он просканирует всю таблицу, нежели seek. Вот. И seek тоже большое число поисков по некластеризированным индексам может быть проблемой. То есть тут нельзя так однозначно сказать, что seek лучше, чем скан. Надо все индивидуально, надо смотреть, анализировать каждый случай в отдельности. И ошибки и предупреждения, то есть оптимизатор вам подскажет, если где-то не хватает индекса, вот как в нашем примере, да, или, например, какой-то не хватило памяти и ушел запрос в TMDB, да, тоже будет warning. То есть все эти warnинги и подсказки, и там еще и может быть error, да, надо все по возможности избавиться от них, если есть такая возможность, да, и проанализировать. Вот. Это теперь вторая часть нашего выступления. Да, если, к примеру, не получилось у нас оптимизировать план запроса, да, как вот в моем случае, когда я переписалась с Microsoft, да, я высылала планы, они их смотрели, там я пыталась воссоздать этот случай на Контоса, вот, и в итоге ничего путного из этого не вышло, а тогда Microsoft прислал свой чек-лист, да, который позволяет оптимизировать базу данных изменить некоторые настройки, да, для повышения производительности. Первое, конечно же, что мы можем сделать, это сбор статистики. Да, то есть на основании статистики оптимизатор как раз и строит планы запросов. Если у нас устаревшая статистика по той или иной таблице, то он может выбирать неоптимальный план. Поэтому первым делом перестраивается статистика. Как ее перестроить? У нас есть хранимая процедура, команда, да, в T-SQL, где она, update statistics, да. Вот, можно использовать вот такую хранимую процедуру, которая перебирает все таблицы базы данных, да, и для каждой из них обновляет статистику. Так. Дальше переиндексация. Переиндексацию можно делать как для отдельной таблицы, из Axapta, к примеру, можно из Axapta, можно из SQL, вот, и можно делать для всей базы данных, для всех таблиц. Вот. Дальше, то есть в моем случае, да, я пересобрала статистику, перестроила индексы, но тем не менее все равно план запроса не улучшился. Тогда Microsoft прислал мне такой интересный скрипт,
да, который, сейчас я вам покажу, который позволяет проанализировать тоже некоторые особенности конфигурации XACT. Вот. Вот такой вот скрипт. Вот, да. То есть они предложили мне, должна была выполнить, да, на своей базе и отправить им, чтобы они оценили результаты. То есть если у нас возникает проблема, прежде чем там обращаться в Microsoft, мы тоже сами можем проанализировать, что у нас, какая у нас ситуация с базой данных и что показывает этот скрипт. Ну, во-первых, версию SQL, какие последние апдейты, хотфиксы, ну, в общем, билд, да, номер. Потому что первым делом, конечно, они предлагают, Microsoft предлагает обновиться до последней версии, поставить себе все последние обновления, все хотфиксы. И это действительно может помочь, вот, потому что оно оптимизирует базу данных. Дальше, какие у нас настройки TimeDB, то есть насколько, сейчас я покажу, это вот конкретно данные по нашей тестовой базе, да, и сейчас покажу то, что они прислали для примера. Вот, видно здесь, да, вот. Да, информация по TimeDB, да, насколько файлов разбито по TimeDB, и рекомендуемое значение, чтобы количество файлов соответствовало количеству ядер. То есть у нас здесь вот 4 ядра, да, и 4 файла соответственно. Да, надо просто последить, чтобы и был лог файл в TimeDB, чтобы он не был переполнен. Так, дальше. Флаги трассировок. На что еще обратить внимание, да, не рекомендуют вот включить вот эти флаги трассировки. Что это за флаги? То есть вот эти первых два нужны для равномерного, ну, вообще флаги трассировки используются для временной установки определенных настроек и параметров SQL сервера. Вот. По умолчанию они могут быть отключены. Вот. И вот эти первые два, да, они способствуют более равномерному распределению и заполнению файлов в базе данных. Вот этот вот флаг, он включает все последние хотфиксы для оптимизатора. То есть даже если у вас там установлены на SQL сервере какие-то хотфиксы, то по умолчанию оптимизатор их может не использовать. Вот. То есть мы включаем активизируем все последние установленные хотфиксы. И что еще? И еще он включает вот это свойство, где я вижу максимальная степень параллелизма, max degree of parallelism. Вот. Это значение тоже рекомендуется, чтобы оно было равно единице. Вот. Ну, тут еще, да, вот это, то есть я не очень, у меня не очень дипломный еще SQL, да, для меня это тоже какие-то такие параметры мало о чем говорит, просто надо знать, какие значения рекомендованы, то есть вот это должен быть 0, вот это должен быть единичка, да, вот. Еще здесь, что этот скрипт может отобразить, просто тут не видно, если у вас есть какие-то ошибки, которые вернул SQL сервер, какие-то ворнинги, да, то они тоже здесь отобразятся и помогут идентифицировать проблемы, которые у нас могут быть на уровне базы данных. Вот. Дальше, что еще? Это можно что показать этот скрипт. И дальше существует с версии 2005 SQL сервера существует так называемый параметр sniffling. Я не знаю, как его перевести на русский. Вот, но под этим заковыристым словом подразумевается механизм, при котором при исполнении параметризированного запроса для первого встречного набора данных строится план, а потом повторно, потом уже когда идет другой какой-то набор данных, да, используется тот же план, который уже был построен. Вот. И представим ситуацию, что у нас есть несколько
компаний в Аксапте, и данные распределены между ними неравномерно. Например, одна компания маленькая, да, в таблице там несколько строк, да, а для другой компании в той же самой таблице большой набор строк. И вот, например, первое обращение произошло вот из этой маленькой компании, и построился план запроса full scan, да, полное сканирование таблицы. Вот. И для последующего обращения, например, уже пришел запрос из этой большой компании, да, был использован тот же самый запрос, и, соответственно, full scan, полное сканирование таблицы, и возникают проблемы с производительностью. Что мы можем сделать в этой ситуации? Сейчас покажу. Есть такая настроечка или фича. Где тут сниппинг? Вот. Здесь мы можем, например, во-первых, определить, сколько выполнить запросик такой, да, сколько у нас компаний, да, сколько у нас партишенов. Вот, да, то есть мы смотрим, сколько у нас партишен, несколько, да, сколько компаний. Вот. И есть такая команда, да, которая позволяет нам, или опция, да, которая позволяет, если мы ее включим, игнорировать partition и data ID как параметры. Вот, например, вот она, здесь табличка вот, sys global configuration, да, и значение вот у нас стоит, да, здесь 0. Вот. Если мы выполним вот эту вот команду, я не пробовала, это тестовая база, но я сейчас попробую выполнить ее. Вот. To rows affected. Интересно, что будет это значит. Вот. То есть теперь мы обновили значение таблички. Это означает, что теперь во всей базе в Аксапте, да, при запросах, да, игнорироваться будет data ID, и partition будут восприниматься как литералы, ну, или как константы. То есть это позволит избежать вот такого неправильных, да, планов запросов. Еще когда может возникнуть этот параметр sniffling, например, если у нас есть, к примеру, остатки по номенклатуре, инвенсум табличка, да, и одна номенклатура ведется в разрезе партий, и по ней очень много данных, да, а вторая номенклатура просто обычная. И, к примеру, да, по маленькой номенклатуре сначала был запрос, да, построился план, и потом повторно уже использовался для той номенклатуры, по которой гораздо больше данных. Вот здесь, конечно, никакой настройкой не обойдешься, но можно использовать для данного конкретного запроса force literals, это такой хинт, да, или это да, хинт, чтобы он позволяет отключить параметризацию, и каждый раз будет план запроса будет перегенерироваться. Вот. Но в этом случае может возрасти нагрузка на процессор сервера базы данных, и нужно, ну, если вы используете этот force literals hint, то надо помониторить и посмотреть, не стало ли вообще хуже, да, из-за него. То есть все очень так индивидуально. Вот. Нету таких общих правил для всех случаев. Также есть еще команда tsql dbcc free proc cache. Это означает, что она сбрасывает все планы запросов. То есть, если у вас какие-то, ну вот вы не можете понять, да, в чем проблема, почему упала производительность, да,
тоже как один из вариантов вот запустить эту команду, она сбросит все планы запросов. Некоторое время, конечно, потом будет тормозить Axapta, да, ну, пока она будет там перестраивать, да, заново все запросы, но может потом как бы улучшиться производительность. Вот. Так как альтернатива сбору статистики. Вот. И чтобы я так быстро все рассказала. Что еще? Третья часть нашего выступления, да, это определение проблем и способы их решения уже непосредственно изнутри самой Axapta. То есть какие могут быть проблемы с производительностью, которые мы можем решить средствами Axapta. Вот. Первое – это ресурсоемкие запросы в базе данных из формы. То есть рекомендовано на кликетах, на контролах, да, не писать никакие трудоемкие, ресурсоемкие запросы. И мы даже уже в 12 аксе с помощью Best Practice мы можем, там называется Form Style Checker, мы можем даже отловить, он выдаст, да, если где-то на кликетах или каких-то методах формы написаны запросы. Лучше их писать в классе или там непосредственно уже на самой таблице эти запросы. Вот. И второе, это большие и ресурсоемкие запросы, связанные с выборкой всех полей таблицы. Да. Самая, возможно, распространенная проблема и большое влияние на производительность, ну, то есть оказывает. И рекомендовано использовать, есть такая рекомендация, использовать ExistJoin, да, который пересоединение двух таблиц, да, который не возвращает вообще никаких данных, да, но только ограничивает набор данных. Вот. Но есть нюансы. Виталик обещал прийти рассказать, но я начну. Мне Виталик такой дал хороший пример, когда не всегда ExistJoin. Сейчас я вам покажу. Виталик, приходи. Да, нет, просто хотела... О, Виталик пришел. Хотела показать тот пример, который ты дал. Вот у нас есть запрос. Сейчас я тут один и тот же, да, первый вариант. Я тут сейчас. Да, первый вариант. Таблицы соединяются, ну, как было в оригинале. Это второй вариант, вот первый вариант. Я тут просто символик. Вот здесь, да, соединяется по ExistJoin, да, то есть как обычно рекомендуют делать, да, и при этом производительность была не очень, да. Потом, когда изменили вот этот способ соединения таблиц вместо ExistJoin, выбрали InnerJoin, да, то производительность увеличилась в разы. При этом не просто Join, да, а Join Table ID, которая как бы ничего не содержит, да. То есть мы не возвращаем полный перечень полей из этой таблицы, да, но меняем способ их соединения. И вот я вам сейчас покажу два плана запроса, которые, то есть я их отловила, те запросы, которые передавались на SQL. И мы сейчас их сравним с вами. Сейчас. Экорес назывался у меня. Exists. Да, и второй InnerJoin. Вот. Первый, который exists. Вот посмотрим на его план. План. Смотрим, да, что он кост его 0,05, но маленький, потому что пример такой просто, да,
На реальных данных, может быть, там был другой кост, да, и что мы видим, что у нас идет самый тяжелый оператор, это хэш, да, который, как мы помним, да, хэш, который соединяет потоки данных, которые не требуют сортировки. Потом он пытается еще результат отсортировать, да, и соединить еще через nested loops с еще одной табличкой. Вот. И возьмем тот, который мы модифицировали по inner join. Вот, сейчас мы положим. Так. Сейчас. Тут у нас совсем другая картина. Тут у нас нету хэш-джойна, да, то есть все nested loops вложены, операторы вложенных циклов, вот, но по каждому из них осуществляется поиск, да, индекс seek. Вот. Ну, то есть... А значение коста какое? А кост там 0,01, то есть там было 0,05, да, здесь 0,01, приблизительно в 5 раз кост меньше. Вот. Самое интересное, что входные данные это атрибуты, да, атрибутов не так уж и много было и данных про атрибуты, порядка 1000 записей. И эта информация выгружалась по строкам открытых проводов, по pushline. То есть делался экспорт. Вот стандартный экспорт с exit-джойнами был порядка 80 минут. После того, как переделали на inner-джойны, там порядка 8-6 минут делается экспорт, и, казалось бы, информация одна и та же, но жизнь существенно улучшилась. На самом деле же, с точки зрения SQL-сервера, нет такого понятия, как exit-join. То есть в WhatsApp есть такое понятие, как exit-join, но на самом деле на уровне SQL-сервера это заменяется на уложенный след. Ну вот exist, ну есть оператор exist, вот он, сейчас посмотрим. Сейчас чуть-чуть. Вот то, что перешло на SQL, какой запрос. Exist и, ну да, вложенный вот nested loops, да, то, что она нам показала. Ну, в любом случае, когда пишете в exist-джойну, во-первых, рекомендация будьте аккуратнее с точки зрения того, что стоит подумать лишний раз, стоит ли их писать. Ну и несложно. Анастасия вам показала, как сделать план запроса и посмотреть, что будет в результате. Может быть, там пустяковый этот запрос, да, посмотрите, он там, очень простой. На этом пустяковом запросе 10 раз потеря производительности достаточно серьезно. Какие преимущества вообще exist-join? Он у тебя не возвращается записи. Может быть, это именно специфический запрос, понимаешь? Кроме того, inner-join нужно умножать. Ты, если sales line, sales table сделаешь по exist-join, то ты sales table получишь только один. Тот, у которого существуют строки sales line. А если ты сделаешь inner-join, то ты получишь много, потому что он умножит на количество строк. Поэтому здесь еще и целесообразность будет значение. Какой набор данных ты хочешь в итоге получить? Одну строчку sales table, да? Или несколько? Ну, здесь вот эта замена одно на другое, она неравнозначна, поэтому требует перетестирования. Ну да, то есть можно еще поиграться и посмотреть, почему хэш-джой. Может, если там можно было бы отсортировать, как вот эти два потока, да, чтобы он по мерж соединял, по ключевому какому-то полю подставить ему, то может быть там еще можно какой-то придумать вариант, да. То есть над чем подумать. Вот. Что еще? Какие могут быть громоздкие ненужные циклы? Это самое простое, чтобы подсчитать количество записей, не надо использовать, накапливать там инкрементно какой-то каунтер, да, можно просто counter ID или там сумму, чтобы подсчитать, лучше использовать сумму. Да? Ну, то есть это тоже все копейка до копейки, я покажу, да, но в целом, да, лучше использовать, придерживаться, по крайней мере, всех этих best practice советов, да.
Дальше дисплей-методы на гриде, да, это самая частая причина медленной работы формы. Чтобы в этом легко убедиться, например, как один из вариантов, там удалить, например, дисплей-метод и запустить эту форму или даже через трейспарсер и посмотреть трассировки запросов. И когда дисплей-метод он же отрабатывает, да, для каждой строки грида и исполняется для каждой строки, и что очень сильно приводит, так сказать, к издержкам ресурсов. Вот. И производительность дисплей-методов, если без них никак уже не обойтись, может быть повышена за счет кэширования. То есть дисплей-метод можно кэшировать. Один из способов – это добавить сейчас я вам покажу. Где-то я пробовала. На какой у меня формочка была. В общем, на том дата-сурсе, на методе init после супера добавить метод cached метод, да, и там указание, и в качестве параметра указать название метода. Вот. Там еще Вася какой-то находил, да, свойства можно у них поменять, да. Да, там есть атрибут. Прямо на дисплей-методе, да, тоже указать, что use cache, там, да, по-моему, такое свойство. Вот. Также я не сталкивалась, не знаю, может быть, кто-то сталкивался, что уже появились computed column, не знаю, Виталий, пользуются они популярностью или нет, но то есть это те, которые вычислимые колонки, которые хранятся уже в самой базе данных SQL в качестве представления. Это отдельная тема отдельного толка вычисляемой колонки, потому что чем меньше их пользователей, чем меньше там машин, тем проще наложить. Угу. Вот. И что еще? Где еще могут быть проблемы? Вообще кэширование, да, то есть лучше включать кэширование на... Почему у меня PowerPoint видео? Что не запутал? Это я на РДС или... не. Я запускала презентацию на РДС. Вот так. Все. Надо было вывести. Да, кэширование, да, включать кэширование на таблицах. Рекомендуется не оставлять значение cache-lookup none. Да. Вот. Что еще про кэширование можно сказать, что оно бывает у нас, да, на сервере, на клиенте, и неправильное тоже может быть неправильное использование кэширования тоже может привести к проблемам. Что у меня было написано, я потеряла свою страничку. Достала. Извините. Что надо, я вот этого не знала сама, да, что у таблицы, на которую ты включаешь кэширование, должна быть обязательно установлена соответствующая группа main или там transaction, да, которой она принадлежит, если вы создаете там новую таблицу, к примеру. Вот. И что надо еще проверять допустимый размер кэша. Вот, в настройках производительности сервера, и там для каждой группы таблиц тоже ему можно указывать. Что еще? Прямой запрос, да, то есть прямые запросы могут быть у нас, где они могут быть в хранимых процедурах прямо на SQL сервере, да, и просто в X++. И очень часто могут забыть, неправильно использовать индекс, забыть включить туда data ID, partition, например. Вот. Или также с ними может быть связана та проблема, что если у нас там изменяется какой-то объект AOT, да, то, соответственно, обновление, все автоматически обновляется, все, что с ним связано, но прямой запрос, да, надо отслеживать вручную, так сказать. Вот. Групповые операции,
Update record set и need record set и delete from, они очень отличные являются отличным способом повысить производительность. Вот. Они делают один запрос к базе данных, если они выполняются таким образом. Но проблема в том, что если на таблице перекрыт табличный метод, соответствующий update или delete или insert, то они будут выполняться построчно. Вот. И это может ухудшить производительность. Так, и что еще? И тоже очень много полей в таблицах. То есть в некоторых случаях может быть рекомендована денормализация базы данных. То есть, к примеру, если вы там в таблице добавили очень много каких-то полей, и мало того, что они, может быть, там не содержат никаких значений, то, может быть, там их стоит как-то вынести, ну, то есть найти баланс между вот нормальной и ненормальной вот этой формой. И количество полей по рекомендациям не должно превышать 50. Вот. Ну, все. Если, может, кто-то знает какие-то тоже методы оптимизации или там улучшения производительности, или сталкивался на примерах, то может рассказать. Что? Не стоит этого делать? Не сталкивались. Не сталкивались. Никто не общался с Microsoft, не вел переписку, кроме меня. Нет, у меня сейчас есть активный запрос с Microsoft по поводу обновления строки заказа на покупку. Если у вас этих строк 1000, и обновление строки заказа на покупку, обновление происходит очень медленно. Microsoft сказал, что, вероятнее всего, в текущей версии экзакта это должен пофиксить. Кстати, вот в моем случае, да, я там долго и нудно с ними переписывалась, пыталась оптимизировать базу данных, там эти план запросов строить, recreate issue на Контоса и так далее. В итоге, ну там что там в двух словах там подсчиталась вот эта вот сумма к сопоставлению, да, и считался налог там определенный, да, который вообще мало кем использовался, ну, налог возврата поставщику. И в итоге клиент согласился, чтобы хоть как-то оно заработало, просто перед тем, как выполнять вот эту query, просто делать проверку, а надо ли нам вообще считать этот налог. То есть, если да, если надо, если есть проводки там с таким типом, да, то тогда там просто query была на вьюхах, ну, то есть это объект AOT, мы не могли его просто так модифицировать, да, просто. Поэтому было такое принято решение, что мы сначала там делаем небольшую проверку, а надо ли нам вообще ее выполнять, да, если действительно по нему были там такие, ведутся по этому поставщику такие проводки, да, то такие налоги, то тогда уже там считаем. И форма быстро заработала, потому что, ну, то есть это был такой, как сказать, на уровне бизнес-логики такое принято решение. Ну да. Хотя, ну, как бы это все стандарт, да, это SIS-слой, мы не могли там ничего просто так, ну, по идее, да, если так, по фэншую, да, не могли там ничего поменять, но, в общем-то, вот так вот. Вопросы, да. Самое главное. Василий. Я с Василием провела предварительную беседу. Ответила на все вопросы. Я к нему подошла со своими вопросами, Вася мне подсказал несколько, так сказать, идей. Я не догадался раньше. Это женский. Да. А я во время уложилась, нет? Отлично. Спасибо. 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 Спасибо вам.